Здравствуйте, мои дорогие! Я снова рада видеть вас на своем канале. Ну что, девчоночки, сегодня новый урок. Поехали! Итак, наша клиентка замечательнейшим образом относила наклеечки, которые мы крепили с вами в прошлом мастер-классе. Если кто-то не видел, обязательно посмотрите. Ссылочку на прошлый мастер-класс постараюсь добавить для вас где-нибудь вот там вот в подсказочках. Если вы подсказочки не умеете читать, смотрите описание. В общем, везде можно будет найти ссылочку, поищите. Мы же тем временем готовим наши ноготочки к новому дизайну. В данном случае мне была поставлена задача следующим образом. Клиентка сказала, что у нее скоро годовщина свадьбы. И поэтому дизайн нужно было сделать что-нибудь такое нежно-воздушно-красивое, типа а-ля свадебное, но не очень свадебное. В общем, задача звучала именно вот таким вот размытым образом. В общем, мы решили этой клиентке, как обычно, сделать две разных руки, поэтому одну руку вы уже либо видели на канале, либо еще увидите завтра. Но обе эти ручки должны отвечать нашим требованиям почему-то нежно-воздушному, но в то же время дорого-богатому. Конечно же, самое нежно-воздушное – это какая-нибудь нюдовая пастель в покрытии, да? Поэтому выбрали самый нюдово-воздушный пастельный цвет, напоминает цвет айвори или слоновой кости. И именно этим оттенком покрываем наши ноготки. Далее будем делать стемпинг. Стемпинг мы с вами будем делать, опять же, какой-то очень кружевной. Самый простой, быстрый метод стемпинга – это стемпинг пигментами. Для того, чтобы произвести стемпинг пигментами, мы выбрали для себя один из моих зеркальных любимых пигментов в оттенке розового и к нему подобрали более мелкий пигмент, тоже в розовом оттенке. Потому что, как вы видите, зеркальный пигмент сам по себе оказался довольно крупноват и из нарезки стемпинга, к сожалению, выковыривался. Но из смеси вот этих двух пигментов между собой получился довольно интересный, замечательный результат. Итак, на подушечку мы отпечатали с нашей палитры наши пигменты и переносим на липкий слой нашего геля. Конечно же, для каждого пальчика приходится заново набирать пигмент с палитры. Поскольку у нас красивый прозрачный штампик, нам сквозь него видно, куда мы переносим наш дизайн. Получается вот такой вот замечательный результат, и, как по мне, самый чистый стемпинг получается именно в такой технике. Но, тем не менее, для стемпинга у меня в магазине есть еще краски черного и белого цвета, которые тоже замечательно отпечатываются, очень хорошо переносятся, но черный цвет в нежные свадебные ногти мне почему-то не захотелось, поэтому цветной стемпинг я сделала именно при помощи пигмента. Тем временем белой красочкой намечаем для себя композиционное решение для наших ногтей. Итак, у нас здесь задумывается такая себе складка ткани, перехваченная брошью из страз. На самом деле идею этого дизайна я видела в интернете, видела в Инстаграм, очень часто ее используют, вы с нею, наверное, тоже сталкивались, поэтому это не совсем новое, но тем не менее в новом исполнении с какими-то новыми фишечками, которых вы, возможно, не знали. Перекрываем все наши подмалевки финишным покрытием, потому что дальше мы будем делать объемные элементы. А как вы все у меня уже знаете, объемные элементы финишем не перекрываются для того, чтобы не закрыть объем. Итак, 3D гелевой красочкой мы берем и делаем складочки на нашей ткани. То есть берем капельку, вытягиваем из нее тоненький хвостик. Получается такой плавный переход объема и высоты. Получается складочка. К сожалению, здесь мы немножечко мучаем свет для того, чтобы подобрать, как лучше снимать для вас ролики. И здесь немножечко пересветили свою картинку. Поэтому белое на белом у нас чуть-чуть сливается, но надеюсь, вы поняли, что я вам хочу донести. То есть, если вы меня внимательно послушали, то вы возьмете и сделаете эти складочки ткани левой ногой через правое плечо.
Складочки стараемся расположить максимально близко друг к другу, чтобы между ними были минимальные расстояния. Эти расстояния у нас остаются матовыми благодаря нашему матовому покрытию. Складочки же сами у нас будут глянцевые, потому что краска у нас глянцевая. И таким образом заполняем все наши подмалевочки. Далее нам остается сделать только брошку из страз. Берем довольно крупную стразину и обкладываем ее белыми бульоночками по контуру для того, чтобы максимально закрепить. Вот эти вот белые бульоночки, они у меня чисто пластиковые, не крашеные, поэтому они не вытрутся в процессе носки. Далее еще дополнительно пробежимся тоненькой кисточкой с лаком вокруг всей нашей инкрустации, для того, чтобы окончательно ее закрепить. И очень важно в этом моменте, поскольку у нас гель, на который мы крепим стразы, глянцевый, а сам ноготочек матовый, то нужно будет проконтролировать, не запачкали ли мы глянцем матовую поверхность. Если где-то запачкали, то, конечно, нужно будет взять тоненькую кисточку и пройтись матовым топом для того, чтобы ничего лишнего у нас не блестело. В общем, вот такая вот нежнятина у нас получилась. Очень нежно, очень красиво, очень здорово. Клиентке понравилось безумно, мы с ней остались обе очень довольны. Надеюсь, вам тоже понравилось. А у меня на сегодня для вас все. Надеюсь, мы встретимся с вами на канале в новых роликах. Я же с вами на сегодня прощаюсь. Всем до новых встреч. Пока!